Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание самым опасным дням в декабре 2021 года. Но если зная об этих днях и понимая о том, что нужно делать в эти дни, то вы их легко пройдете и неудачи, проблемы покинут вас. Что же это за дни и почему мы считаем, что нужно особо уделить внимание этим дням и постараться использовать наши советы и рекомендации далее в этом видео. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Вы знаете, до Нового года осталось совсем немного. И именно в декабре мы всегда с вами подводим итоги уходящего года. И, конечно же, планируем следующим. Новые цели, новые мечты и даже новые возможности. И именно в декабре энергия планет и энергия звезд удивительным образом благоволят именно этому. Но самыми главными трендами декабря будут, конечно же, солнечное затмение, ретро-Венера и разворот планеты Нептун. И вы знаете, эти опасные дни перестанут быть для вас таковыми, если вы будете знать об их приближении. И если вы будете знать, как себя вести, что делать в эти дни для того, чтобы из неблагоприятных постараться программировать себя на успех и в эти моменты, в эти дни стараться говорить определенные слова для того, чтобы у вас удача не покидала, а негатив не заходил в вашу жизнь. Итак, первая дата, которая считается опасной в декабре, это 4 декабря. При этом 4 декабря у нас с вами произойдет несколько астрологических событий. Во-первых, это день полного солнечного затмения. Далее закрывается коридор затмений. И, конечно же, новолуние. Полное солнечное затмение у нас с вами произойдет в знаке зодиака Стрелец. И в этот день у многих людей в их жизни произойдет что-то очень важное. Но, к сожалению, из опыта не всегда очень приятное. Поэтому мы рекомендуем 4 декабря не рисковать, проявлять больше осторожности, внимания. Кроме того, полное затмение Солнца в знаке зодиака Стрелец негативным образом очень сильно будет влиять на сферу денег, на сферу финансов. Поэтому в этот день, 4 декабря, не стоит заключать важных сделок, совершать каких-либо дорогостоящих покупок. И будущее и прошлое 4 декабря перестанет иметь какое-то значение. Важно будет сфокусироваться на этом конкретном дне. Кроме того, у нас и это последнее затмение происходит на оси Близнецы и Стрелец. Поэтому обращаем ваше внимание, что будут закрываться темы обучения, путешествий и информации. Но нам с вами нужно сделать последний рывок по данным сферам. И кроме того, еще обращаем ваше внимание, что это солнечное полное затмение произойдет в позиции к черной луне, поэтому пропускаем всю поступившую информацию через фильтр критического мышления. И это, знаете, вот такой вот прекрасный момент был 4 декабря для саморефлексии, то есть для выработки навыка уходить от влияния скрытых программ к осознанной жизни. Кроме того, у нас и будет новолуние 4 декабря, которое произойдет в знаке зодиака Скорпион. Напоминаем еще раз, что 4 декабря у нас закрывается коридор затмений. Но обращаем ваше внимание, что влияние коридора затмения остается еще примерно 2 недели, где-то ориентировочно до 11 декабря. Поэтому мы не рекомендуем все-таки совершать сделки, торопиться, суетиться, а также действовать спонтанно и резко менять свою жизнь. Очень важно будет поступать, как подсказывает не сердце, а именно холодный рассудок и не бушующие гормоны или пылающее ваше эго. Далее 11 по 14 декабря. Это очень резкие огненные дни, в то же время агрессивные.
Дело в том, что в этот период с 11 по 14 декабря соединятся Кету, Солнце и Марс, что вызовет в людях гнев, вспышки эгоизма, замутнение разума. Поэтому будьте сдержаннее в словах и в реакциях. Кстати, вероятны травмы, аварии и какие-то экстренные ситуации. Далее, сразу забегая наперед, хотим сказать, что 19 декабря Венера повернется в ретроградное движение в Козероге. Поэтому предстоят активные атаки бывших, которые будут желать все вернуть, или кому-то захочется постучаться в давно закрытые двери. Но давайте так, безрезультативно это все произойдет, не стоит унижаться. Далее, 11 и 25 декабря у нас с вами Венера в соединении с планетой Плутон. И данный аспект считается довольно опасным и сложным, потому что он затрагивает любовную сферу нашей жизни и очень негативно влияет на общение между людьми. Поэтому этот аспект у нас повторится и 25 декабря, потому что 19 декабря у нас Венера развернется и начнет свое ретроградное движение. Поэтому все вышесказанное будет и актуально и для 25 декабря. Далее 19 декабря, друзья, начало ретроградного движения планеты Венера. Это день, когда многие из нас будут лишены сил и желания что-либо делать. Хотя у нас в этот день, День Святого Николая, веселый, хороший, такой вот праздничный день. Конечно, это у нас будет воскресенье, но это опасный день. И не только из-за появления какой-то лени, апатии, где-то депрессии. Дело в том, что ретроградная Венера сделает этот день негативным и в плане общения между самыми родными и близкими людьми. Поэтому возможны ссоры, так что дважды подумайте, прежде чем говорить кому-то обидные вещи. И вообще, зачем кому-либо говорить обидные вещи? Друзья, у нас конец года, декабрь, давайте друг другу желать мира, добра и прощать обиды. Они несут только в себе негатив. Также обращаем на ваше внимание, что 19 декабря у нас состоится и полнолуние в знаке зодиака Близнецы. И этот день может сыграть злую шутку. Почему? Потому что могут запускаться новые программы страхов, каких-то подсознательных блоков, предубеждений. Поэтому будем всячески прорабатывать именно этот аспект, чтобы не вовлекаться в игры и уметь все-таки видеть, где истина, а где самообман. Также в это время возможны необъяснимые явления и природные причуды. Далее, 21 декабря у нас с вами состоится праздник зимнего солнцестояния или Сатурналии. Начало, кстати, нового солнечного года. Аналог новолуния, новосолнца. Не путайте, пожалуйста, с астрологическим Новым годом. И практически перед самым Новым годом у нас Юпитер торжественно войдет в свой родной знак Рыбы. Мы уже это видели, это влияние в июне, когда, если вы помните, прошли сильные наводнения по всему миру. Но у нас сейчас не лето, у нас сейчас с вами зима, поэтому, скорее всего, нас ждет снежная зима. Также в это время усиливаются эмоциональные состояния, возможны новые локальные ограничения, но это не помешает продолжать открывать границы между странами. И еще хотим сказать пару слов, что когда переход Юпитера в знак будет Рыбы, он продлится у нас почти год, и эта планета, она сильно будет в диссонансе с этим знаком, поэтому это неминуемо отразится на нас с вами, и особенно сильно это негативно повлияет на сферу творчества. Многим придется пережить потерю вдохновения, особенно в сам день перехода 29 декабря. Но в этот день лучше не рисковать. И, друзья, как мы и сказали, что мы рекомендуем именно в эти дни, которые вы уже, наверное, записали себе на листок бумаги или записали в блокнот, неважно.
Но в эти дни вы можете, во-первых, убирать негативные программы, а во-вторых, говорить следующие слова, которые привлекут вам удачи и оградят вас от каких-то внешних проблем, которые вас не касаются и которые вам не нужно проходить. Итак, здесь фаза Луны, еще раз, друзья, не важна. Считайте в те дни, когда вы, во-первых, когда эти опасные дни декабря, и, кроме того, в декабре читайте, когда вы считаете, что вам нужна удача. Итак, слова следующие. День новый начинаю, удачу призываю. Удача со мной с утра и до вечера, с вечера и до утра. Каждый час, каждую минуту, каждое мгновение. Луна солнце меняет, весь день мне помогает. Будьте мои слова крепки и лепки, отныне и до веку истина. Друзья, вот такой у нас с вами пройдет декабрь. Давайте, зная эту информацию, мы все-таки ее превратим в позитив. Как говорится, кто вооружен, тот знает, как действовать. А мы с вами понимаем, что нас ждет, как планеты будут двигаться, какие астрологические моменты нас ожидают в декабре. Мы вам всем желаем легко это пройти. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы услышимся в следующем видео.